Всем доброго времени суток! Рад приветствовать вас на моем канале, посвященном исключительно безлицензионной пневматике ведущих мировых брендов. Если вы еще не подписались на канал, сделайте это как можно быстрее, это позволит вам быть в курсе выхода новых роликов. Также не забывайте поддерживать канал комментариями, лайками, дизлайками, именно так работают алгоритмы YouTube. Если есть ваша активность, если есть обратная связь, то YouTube помогает продвигать это видео, а значит ускоряется выход новых роликов. Сегодня у нас на обзоре новинка лета 2022 года FX Impact M3 в версии Power Block. Сегодня мы рассмотрим все модификации M3 Power Block, которые выпускаются в 2022 году. Impact в очередной раз обновился. Основными изюминками Power Block является новая коробка, а также вольфрамовый утяжелитель ударника. Если сам Power Plenum, то есть кит для повышенной мощности, не обновился, он все такой же, то изменения в коробке и в утяжелителе ударника достаточно существенны. Это позволяет увеличить экономичность, то есть М3 стал работать при еще более низких давлениях. Напоминаю, если вы используете младшие калибры. В данном случае старших калибров у нас нет, здесь все версии представлены только в младших калибрах. Начнем мы сегодня с версии Compact. Версия Compact, вот она снизу лежит. Длина стволов может быть 300, 350 и 500 мм. Резервуар у версии Compact идет на 300 кубов. Он композитный. Так, в общем-то, это все тот же М3. Вы можете точно так же поменять кит ствола и сделать из версии Compact полноценную версию. Вам еще придется тогда и резервуар поменять. А так, это одна из самых компактных и легких версий М3, на которую можно тоже поставить весь тюнинг. Напомню еще у М3 основные отличия от предыдущих версий. Это у нас возможность переставлять рычаг на левую и на правую сторону, чего не было в версии МК2, он был только на правую сторону. Наклон планки Пикатини 20 угловых единиц. Также я уже говорил, Power Block основное отличие, но это уже именно в последней версии Power Block. В общем-то, по версии Compact все, что можно было сказать. В версии Compact идет точно такой же магазинчик, который удобно заряжать. Количество камор зависит от калибра. Также на версии M3 Power Block пошли еще дополнительные винты крепления ствола. Это предназначено, вот у меня у большого пальца видны эти винты рядом с манометром. Это предназначено для старших калибров и для устройств натяжки ствола, которые были рассмотрены в одном из роликов. В общем-то, версию Compact можно убрать. Следующая версия у нас версия стандарт. Версии стандарт идут с композитным резервуаром на 480 кубов. Длины стволов могут быть в стандарте 500-600 мм. Так, это все тот же Power Block с вольфрамовым утяжелителем. Все точно так же переставляемый рычаг взвода и большое количество всевозможного тюнинга. Так, и этот тоже уберем. И у нас осталась максимальная версия. Это у нас версия Sniper. M3 полное название. M3 Power Block Sniper. Здесь длины стволов идут 700 и 800 мм. Резервуар идет карбоновый на 580 кубов. Все тот же вольфрамовый утяжелитель. Переставляемый рычаг взвода на левую и на правую сторону. Он полностью теперь... Вот эти два узла, они полностью симметричны, то есть мы можем поставить как сюда рычаг взвода для левшей, так и стандартное положение, рычаг взвода справа. Основной фишкой М3, напомню, если кто-то пропустил предыдущие обзоры, основной фишкой М3 является применение двух редукторов. Здесь у нас находится в месте установки резервуара у нас
находится редуктор первой ступени. Он понижает давление из резервуара до где-то примерно 150-160 атмосфер. Напомню, резервуар здесь на 250 атмосфер. На самом резервуаре есть отметка, которая гласит о том, что максимальное давление, которое можно закачивать в этот карбоновый резервуар, это 310 атмосфер при температуре не более 65 градусов по Цельсию. То есть, в принципе, можно немножко превысить давление, благо, что у нас есть редуктор, который понижает давление с давления резервуара до 150-160 атмосфер. И второй редуктор у нас находится на прежнем месте за спусковым крючком. Вот здесь вот, в принципе, можно это место видеть. Вот желтенький шток латунный за спусковым крючком. И в версии М3 изменилась клапанная группа, изменилось седло, и теперь М3 может работать при давлениях 80-90 атмосфер. Это за вторым редуктором. Powerblock также увеличил мощность на низких давлениях. Здесь дополнительно переработана в Powerblock коробка. То есть, если раньше можно было купить кит Power Plenum, который, в принципе, здесь установлен. Это вот резервуар на 720 кубов. Вернее, на 70, это резервуар на 72 куба. Это тут 720, это у него торговое название. То теперь в версии Power Plenum, есть киты Power Plenum, потребуется еще и замена самой коробки. Старую коробку для гарантии вы оставляете, потому что на ней есть серийный номер. На коробке Powerblock, если она идет в составе кита, она идет без серийного номера, поэтому вам для сохранения гарантийных обязательств изготовителя нужно будет оставить старую коробочку, если вы меняете. В общем-то, вот такие основные у нас отличия, основные новинки в версии М3. Если вы хотите увидеть отстрел, тюнингованные версии, которая представлена в данном случае, версии из коробки, отстрел сравнения, то подписывайтесь на канал. Не забываем комментарии, лайки, дизлайки. Помогайте продвигать канал и ждите новых роликов. Пока-пока.